Добро пожаловать в мое новое путешествие. Сегодня я хочу показать вам ту Японию, которую невозможно понять умом, ее можно только почувствовать. Мы отправимся в 3 места, которые стали для меня настоящими точками силы. И вот это наше первое место, префектура Тоттори. Мы как раз едем к пустыне. А вы знали, что в Японии есть пустыня? Да. И вот здесь, когда стоишь на краю огромных песчаных дюн, кажется, что ты попал в другую реальность или другую программу нашей симуляции. Это самая большая пустыня в Японии, растянувшаяся вдоль берега моря. Посмотрите на эти узоры на песке. Японцы называют их фумон, рисунки ветра. Знаете, что меня поражает больше всего? Эта пустыня живая. Чтобы она оставалась такой чистой, золотистой, тысячи японцев-волонтеров годами вручную пропалывают здесь траву. Это и есть японское стремление к идеалу — сохранять первозданную красоту там, где природа пытается взять свое. Здесь чувствуешь, как ветер уносит все лишнее, все мысли, оставляя только чистое пространство внутри. Я недавно начала вести влоги про Японию. Кому интересно, присоединяйтесь. И это видео еще из моих архивных видео до того, как я решила начать канал YouTube. Это места невероятные, и обязательно хотелось поделиться с вами. В этом путешествии я посетила 2 префектуры — Тоттори и Шимане. В Тоттори находится эта невероятная пустыня, а в Шимане самый красивый в Японии японский сад и известный храм Изуму-Тайша, куда приезжают боги на совещание каждый год осенью решать наши судьбы. Здесь даже можно сфотографироваться с верблюдом. И не надо ехать в Египет. Следующее, мы идем в храм. Здесь в храмах вы увидите много разных зайчиков. И это память о белом зайце из Инаба. По легенде, именно доброта божества Окиноноши к этому маленькому существу показала, что он достоин быть верховным божеством. Теперь эти зайцы считаются вестниками удачи и счастливых союзов. Во многих храмах здесь, в префектуре в Шимане, вы увидите этих зайцев. Заяц стал символом удачных встреч и любви. Повсюду стоят маленькие статуи в разных позах, и некоторые смотрят на Луну, некоторые просто сидят. Этот храм находится рядом с дюнами Тоттори. Люди приходят сюда, чтобы оставить белый камешек и попросить о самой важной встрече в жизни. Здесь ставлю одно фото с нашей местной кухни. Было очень вкусно. От хаоса песка мы переносимся в место абсолютной гармонии — художественный музей Адачи. Его сад признается лучшим в Японии уже более 20 лет. Основатель музея говорил: сад — это живая картина. Посмотрите в окно. Архитекторы спроектировали его так, чтобы рама здания стала рамой для пейзажа. Здесь нельзя гулять, поэтому мху нельзя ходить ногами. Этим садом можно только любоваться изнутри, через стекло, как святыней. Садовники приходят сюда в 5 часов утра, чтобы убрать каждую упавшую иголку до появления первого посетителя. Для меня Адачи — это символ лунной энергии Японии, тихой, созерцательной, стремящейся к совершенству в каждой детали. Это место, где человек и природа заключили мирный договор. Здесь вот можно еще пообедать и тоже посмотреть на сад.
Пока вы наслаждаетесь красотой садов, я вам расскажу немного про божество, которое построило Японию. Его называют Окуноноши но Микото. Мало кто знает, но история Японии — это история великого спора между Солнцем и Землей. Мы привыкли, что главной богиней считается Аматерасу, богиня Солнца. Но задолго до ее триумфа миром правил другой род. Легенды говорят, что первые правители этих землей были тесно связаны с Луной. Они были более мистическими, тихими и земными. Здесь, в Изуму, жил бог Окиноноши. Он построил этот мир, обучил людей медицине и земледелию. Но боги неба, ведомые Аматерасу, решили, что миром должны править они. Началась долгая борьба не только мечей, но и воли. Вот этот храм Идзума, куда собираются боги. И так дальше про божество Окиноноши. Он был мудр, он не стал разрушать мир в войне. Он сказал: «Я дам вам власть над земными делами, над политикой и войнами, но я останусь хозяином невидимого мира, мира духов, связей и человеческих судеб». Именно поэтому в Изуме здесь мы хлопаем 4 раза, а не 2. Дважды для богов и дважды для невидимых нитей, которые связывают наши души. Здесь мы просим не о деньгах или власти, а о эниши, о встрече с теми, кто нам предназначен судьбой. В этом месте небо и земля наконец-то заключили мир. Итак, древние легенды говорят, что когда-то здесь шла борьба между богами Солнца, богами Луны и Земли. Хозяин этого места Окиноноши уступил власть над миром людей, но взамен стал править миром невидимым. Именно поэтому в октябре, когда во всей Японии боги исчезают из своих храмов, они собираются здесь, в Идзума. Японцы верят, на этом великом совете боги решают наши судьбы, связывают невидимые красные нити между людьми. Кто-то встретит свою любовь, кто-то найдет верного друга. Все эти встречи планируются здесь. Когда я стою у этого храма со своими детьми, я чувствую, что мы часть этой огромной, мудрой системы, где ни одна встреча не бывает случайной. У Изумы есть секретный ритуал. Я принесла песок с берега моря, где встречаются боги, чтобы обменять его на священный песок в маленьком храме за спиной главного божества. Теперь частичка этой древней силы всегда со мной. Японцы верят, что этот песок – мощнейший оберег. Япония научила меня видеть красоту в тишине и смысл в невидимом. На территории храма есть еще один храм, где можно заказывать службу. Мы там заказывали службу, но фотографировать нельзя было, но тоже очень интересная церемония. Да, и мы ездили в конце сентября, но было очень жарко. Какое из этих мест откликнулось в вашей душе больше? Дикие дюны, идеальный сад или вот этот красивый древний храм? Напишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Спасибо, что провели эти минуты со мной.